Мне все больше начинает казаться, что я никогда ничего не делал сам. А стоило мне оказаться одному, как я чувствую себя совершенно беспомощным. А! Куда? Рассудок, что... Тут на всякий случай, может быть, что-то поломаем. Компьютер? Вау! Включился. Я все понимаю, ты считаешь меня свихнувшимся фанатиком? Если твои алкаши не справятся в срок, твое забвение наступит намного раньше всех остальных. Так, окей. Обрывки воспоминаний, призраки в бирюзовом тумане, постепенно ломающийся бункер и за всем этим наблюдающий смотрящий. Делаем ставки, дамы и господа, что произойдет быстрее? Я сойду с ума, наш бункер потерпит крушение, или смотрящий перестанет следить за мной? Я ставлю на скорую смерть от голода. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы наблюдаем за воспоминаниями. Ой-ой-ой, история сама себя открывает и сама себя умело закрывает. С одной стороны, жили-были горожане и тут бам, исчезли. А с другой стороны, на мертвый город резко опустился бирюзовый туман, призраки И что? Если вы думаете, что у меня найдутся ответы, то нет. У меня в голове пока мысли о постоянном одиночестве, голоде, ломающемся бункере. И да, все о том же смотрящем. На самом деле, исчезновение всех и вся буквально в одну секунду пока что не поддается ни одному моему пониманию происходящего. Но я напоминаю, нам все еще нужна антенна. Антенна, позволяющая починить вышку связи и, надеюсь, связаться с другими бункерами. Это не моя идея, это идея буквально Ложки. Радиолокационная антенна. Короче, давайте так, прежде чем куда-то идти, обязательно берем хотя бы немного еды. Далее семена, наверное, можно выкинуть, потому что не понадобится. Кушаем. Делаем себе хоть какую-нибудь кирку, очищаем инвентарь, надеваем скафандр и да, как вы понимаете, прямо сейчас мне действительно нужны ресурсы, но нет, ладно. Кажется, сегодня обошлось без жуткого тумана. Да-да-да, я вот об этом и хотел сказать. Тумана нет. Но я в то же время хочу сказать, что ресурсы это как бы прикольно, но мне также нужно по-любому прокачивать выносливость. Я все больше понимаю, повышение уровня увеличивает переносимый вес, и мне важна эта строчка. Мне не хватает вот этого одного слота. А учитывая, так, что ладно. у меня... Если есть шанс тихо и спокойно поискать ресурсы для антенны, то этот шанс именно сейчас. Не надо медлить. Да, я примерно об этом только что и сказал. Короче, прямо сейчас все, что мне... И все-таки какое же странное ощущение. Вчера из-за тумана город казался местом из фильма ужасов. А сейчас снова идеальная тишина. Будто весь ужас мне просто приснился. Впрочем, у меня уже так много опыта с разными галлюцинациями, что я точно понимаю. Это не сон. Надо сосредоточиться на задаче. Нечего впустую расходовать заряд костюма. Раз уж мне нужны детали для антенны, то... надо проверить склады и мастерские. Все, что похоже на промзону. Надеюсь, удастся найти эти самые медные спирали. Они меня волнуют сильнее всего. Ой, что это? О, да ладно, партиклы появились, прикольно. Даже не то, что прикольно, это скорее удобно. Мне нужно куда-то туда, но, блин, я только что сказал про выносливость. Давайте хотя бы ради приличия, ребят. Ну, раз уж успел сказать, ну, быстренько. Как раз пока что нет ни одного призрака. Та-дам, 1205. Ну вот, уже шикарно. Далее выносливость прокачивается. Повышение. О, как же приятно. Блин, вот это реально самая приятная часть геймплея. Шучу, конечно, но все-таки рано или поздно хочется, чтобы весь инвентарь открылся. Или хотя бы одна строчка. В итоге, что у нас здесь? Куда показывает? О, кстати, а в этой части города... я был или... Так, здесь у нас... Да, я был, это ботанический сад, точно. Но, например, вот в эти здания я не заходил. Так, здесь в итоге ничего. Ладно, пойду по партиклам. Эй, что здесь у нас? Эй, подожди. Это здание похоже на какую-то мастерскую. Может быть, я и не найду здесь спирали, но имеет смысл осмотреться. Вывеска облетела, но буквы МАС можно разобрать. Внутри, скорее всего, куча всякого барахла. Но это именно то, что мне нужно.
Да, согласен, хорошо. Сейчас на всякий случай еще вот это осмотрим. Как вы понимаете, мне лучше все-все-все смотреть. Все, что находится рядом с сюжетными вещами, все, что находится рядом с сюжетными локациями. Или я все-таки не прав? Так, ладно, мастерская, привет. Так, нет, ничего нового. Ни следов борьбы, ни следов паники. Просто пустота. Просто пустота, да? Так, ой, что? О, высоковольтный кабель, спасибо. Стальной слиток, спасибо. Графитовый электрод, обработанная палка, еще стальной слиток. Далее, вот это что такое? Генератор как будто какой-то, да? Так, здесь может быть куда-то спуститься. А, это чтобы машины парковались, и под машину можно было залезть, да? И что у нас? О, железный топор. Далее еще стальной слиток. Не, ну, слушайте, на самом деле тут такая проблема. Во-первых, дверь, а во-вторых, у меня инвентарь заполнен. Как раз вот выносливость прокачал. Не зря. Обработанная палка. Зачем ты нужна такая обработанная палка-то, а? Ох, сколько крафтов. Ладно. Далее, железный нож. Эй, а это у нас что? Это можно и разобрать. Вот только моя кирка это не возьмет. Видимо, пришло время мне потренироваться работать с киркой получше. А, блин, подожди, а железная нужна, да? Так, каменная кирка. Или подожди, сталь. Я же чисто в теории могу сделать стальную кирку, правильно? Да-да-да-да, вот смотри. Стальная кирка, требуется сила 13 и ловкость 15. Ну, честно говоря, все, что у меня сейчас есть, этого недостаточно. Увы и ах. Я прокачиваю выносливость. На всякий случай каменная кирка. Нет, каменная кирка это точно не берет. Не, ну надо тогда железной попробовать. Здесь у нас обработанная палка. По-моему, именно она и нужна, чтобы сделать стальную кирку, разве нет? Я хочу на всякий случай проверить. Да, ты посмотри, мне как будто прям ярко намекают, что нужна она. Так, железная шестеренка и гаечный ключ. Увы, у меня просто нет места. Тут много всякой годноты. Вот здесь, получается, можно тоже, наверное, что-то открыть, тоже поломать. Здесь... Ой. Материалы и вы. Вот это уже очень интересно. Здравствуйте. Что я сделал? Выносливость 12, сила 12, ловкость тоже 12. Тут ничего не поменялось. Етить! 3300 XP! О, господи! Я только сейчас понял, что мне XP-шку дали. А я еще... Я думаю, что за звук такой? Так, а да, тогда это ярчайший намек на стальную кирку. Здесь, подожди, может еще что-то? Ничего. По нулям. Вот это мы, получается, поломаем. И вот дверь. Ладно, я, наверное, сначала пойду уберу все куда-нибудь в сундучело. На каждом моем шагу меня ждут сложности и препятствия. Я как будто бы вынырнул из счастливого сна, где мне все давалось легко. Да, успокойся, все нормально. Все будет замечательно. Сейчас мы, во-первых, кстати, зарядимся, чтобы если возвращаться, то с полным зарядом. Далее я опять... жестко лоханулся. Я выкинул уголь туда. Черт, ребят, вот тут такая проблема. Через вот эту решетку вещи падают. Смотрите, высоковольтный кабель. Хотя нет. Давай, наверное, например, вот просто дощечка. Я кидаю. И оно падает туда. И каждый раз я, когда что-то выкидываю, я случайно роняю это туда. Блин. Вот так же и с углем. Ладно, хотя бы не сталь, хотя бы не обработанная палка. Я сразу беру и делаю себе супер-мега-кирку. Спасибо. Далее, сила 13 и ловкость 15. Так, сила 13, ловкость 15, да? Сначала сила, потом ловкость. Что? Ой, точно, еще очки генома. Ай, какая приятная штука. Сейчас все будет. Далее ловкость. Почти хватило. Не хватает, получается, 100 XP. Ща. Я все обязательно сделаю. Может быть, кстати, можно просто что-то скрафтить, но нет. Это мы Дайте мне место. Это мы убираем. Сейчас сразу потратим очки генома и обязательно покушаем. Черт возьми, вот пока у меня просто какая-то дешманская еда, нет никакого способа сохранять эту еду. Я с этой капустой, конечно, буду возиться и возиться. Но ничего, кушаем. Привет, медотек. Мне как раз мне все больше начинает казаться, что я никогда ничего не делал сам. Я только принимал решение, и все делалось за меня. А стоило мне оказаться одному, как я чувствую себя совершенно беспомощным. А! Куда? Рассудок, что? Так. Эй, дурень, вспомни, где ты находишься. О, черт. Опять ты, Джон! Ты галлюцинация! Я знаю, что ты галлюцинация! Ну...
Нет, я Джон. А вот ты, кажется, забываешь, где ты находишься. Ну где? В Архее? Я подозреваю, что это Архей. Только почему-то без завесы. О, Лолошка, размышляй в более приземленных категориях, пожалуйста. А, ты об этом? Ну, я сейчас в медицинском модуле. Так, давай. Откуда этот медицинский модуль? Ну, я построил. Что, неужели сам? Да, сам. Удачи. Ну вот. Черт. Я совершенно точно схожу с ума. Для чего? Для чего сейчас все это было? О чем мне говорил Джон? О том, что я построил этот модуль, да. Неужели это была его попытка убедить меня поверить в свои силы? Неужели это попытка моего подсознания? Ладно. Если Джон из моего подсознания говорит, что я справлюсь, значит я справлюсь. Вот, хорош! Сюда самообман! Никому еще не был запрещен самообман. Давай, самообманывай себя и дальше. Хотя какой самообман? Ну ты и правда сам это все сделал. Этого медицинского модуля не было бы, если бы мы не собрали ресурсы. Все вроде как очевидно. Ты давай, Лолошка, в грязь лицом, главное не падай. Мы за тебя горой. А вообще, кстати, раз уж я все равно собираюсь прокачаться и не могу использовать стальную кирку, все-таки железную придется создать. И пойдем, наверное, проверим. Может быть, я могу добыть те блоки при помощи железа? То есть вполне вероятно, что стальная кирка может быть бонусом. И ну-ка. Нет, слушайте, как будто не добывается. Ладно, не будем рисковать, мне все равно остается 100 опыта до ловкости 15. Также обязательно кушаем. Моя последняя капуста, которая пока что не испортилась. Спасибо, что ты есть. Обязательно тут же заряжаемся, обязательно тут же прокачиваемся. И все. По идее, я могу, да? Стальная кирка? Аккуратность 52%. Мы до сих пор не знаем, что такое аккуратность. А может быть, аккуратность — это то, насколько быстро я трачу выносливость при копании руды? То есть вот как раз, типа, чем больше у меня аккуратности, тем меньше я трачу выносливости. Ну, я не знаю, у меня просто пока такая догадка. Ладно, в любом случае, сейчас это не то, чтобы важно. Мне важно проверить, могу ли я добыть те самые блоки. О, да теперь я не то, что одну. Я целых 2 антенны могу сделать. Уткеры, держитесь. Вас идет искать Лолошка. Но, ладно, сначала все-таки ресурсы. Все, знаете, поймал мотивацию. Благодаря Джону, которого сам же выдумал. Все, за работу. За работу. Пошел процесс. Вот это реально быстро. Подожди, что? Утиль сырье, пустая схематика. Так тут, оказывается, падает не только... Это не сталь! А я думал, что это сталь. Подожди. Это вообще далеко не сталь. Это куча всего и сразу. Как удобно. Но как же мне это вообще добывать, если... Вы посмотрите. Все, инвентарь забит. Че делать-то? Ну, каменную кирку могу выкинуть. Отмычки я не выкину. Страница из газеты. Ну, давай. Вот левая рука. Блин, медный самородок, кстати... Ну, это мне точно не понадобится. Спасибо. Далее тут еще блоки. Ой, годнота-то какая! Но черт возьми! Зря я добыл. Утиль сырье, зачем ты нужно? В крафте не используется, само по себе не крафтится, но явно пригодится. Окей. Свинцовый самородок, до свидания. Железная кирка, наверное, тоже до свидания. Ты послужила верой и правдой. А вот эти пустые схематики, что бы они ни значили, ну да, берем по-любому. А знаете, что еще ужасно? Как бы я сейчас ни старался складировать это в бункер, в бункере тоже нет места. Придется, видимо, вот в этот сундук. Короче, сколько мне нужно инвентаря, чтобы утащить все остальное? Вроде бы здесь больше ничего. Тут я все выкопал. Получается, мне остается только найти бутылку спиртного. Что? Подожди, это что такое? Я могу это поломать? Да, я могу это поломать, окей. О, мне даже опыт дается, спасибо. Здесь в итоге только одна такая бочка. И... О! Не одна такая бочка. Это не одна... Подожди, так тут, оказывается, можно добывать... Я постоянно забываю, что это сезон, в котором можно все ломать. Мне и вот это надо забрать тогда. И вот это. Очумелые ручки. Сейчас, ребят, блин. Бутылка спиртного. О чем я думаю все это время? Знаете, типа, антенна? Не, бутылка спиртного. Сейчас, надо опять все складировать. Ох, как же я ненавижу свой инвентарь. А ну-ка. Все, сейчас пока место есть. Бутылка спиртного. Ну-ка. Это... Ой.
Эй, слышь, а ты уверен, что босс не спалит-то? Да чё ты, как он спалит? Он же здесь ни к чему не прикасается. Давай сюда вторую бутылку, пока не пришел никто. Опять воспоминания. Вот и готово. Да блин, ты чё, надо как-то получше спрятать. Очевидно же, что там что-то есть. Так, а ну-ка. И вот они это задвинули. Блин! Это прикольно! То есть какие-то вещи реально хранят воспоминания. И теперь никто не догадается. Ага. Только как мы теперь доставать-то это будем? Это что за... Думаешь, босс прознал, что мы тут делаем? Я не знаю. Стоп! О, черт! Еще одна сцена прошлого. Кажется, даже в самой мирной обстановке я не могу забыть о катастрофе. Так, ладно, надо бы заканчивать здесь. Мой позитивный настрой что-то как рукой сняло. Ага. Ребят, я просто обязан кое-что сказать. Внимательно посмотрите на то, с каким дымом они исчезли. Вы внимательно видите этот дым? Внимательно смотрите! Это дым смотрящего. Только смотрящий издает такой дым. Но, блин, у меня из-за этого появляются только еще вопросы. Типа, я теперь могу, наверное, как-то это скомпоновать и приблизиться к ответу, почему смотрящий здесь, но... Что произошло, так и не приблизился. Сейчас, подожди. Бутылка-то. Да, я могу забрать ее. В крафте не использую. Подожди, я могу? Нет, кстати, не могу. Блин, но я же могу, наверное, тогда вот сюда пройти. Интересно. Это вот там раньше сидел их босс. Дверь выглядит крепкой. Похоже, внутри было что-то действительно важное. Сейчас, да, это действительно важное. Но я хочу все-таки сначала почистить инвентарь. Данная серия идеально показывает, что если я не буду прокачивать выносливость, вот так и буду туда-сюда бегать. Из-за чего же все-таки все исчезли? То есть, заметили, да? Землетрясение какое-то было. Все почувствовали непонятные толчки в земле. Вопросы. Интересно, блин. Ладно, отмычка. Ну-ка. Ага, сложность замка новичок. И нам надо... Сейчас вот это сначала давай, наверное. Оп, хорошо. Далее вот это. Оп. Ладно, немного другое. Мы тут не ломаемся. Нельзя ломаться, черт возьми. Последнее. Да бога ради. Хорошо. Так, ой, мне, оказывается, за взлом дают опыт. Спасибо. О, деньги. Мы наконец-то узнаем, что за деньги здесь использовались. А ну-ка. Блин. Я был прав, когда думал, что здесь что-то важное, но не учел, что вещи, которые важны, когда вокруг тебя кипит жизнь, становятся не важны, когда ты остаешься один во всем мире. Ладно. Кстати, раз уж с помощником у нас отношения не очень сложились, возможно, получится что-то выяснить здесь? Возможно. Банкноты, ну-ка. Блин, просто банкноты. Как называются, непонятно, да? Ладно, видимо, это не важная информация. Но, я не знаю, ну пусть будет. Типа, деньга деньгой. Здесь гниль. Это еда, получается, была. Здесь вроде бы ничего. Кстати, блин, подожди. Я сказал, что можно много чего ломать, да? Точнее, не то, что сказал, я это понял. И... Что это? Ведро для швабры. О, да. Ладно, возможно, это не самое важное, что мне понадобится. Здесь, вот это, генератор какой-то. Блин, нет, в крафте он не используется, но я возьму. Вот реально, на всякий случай я возьму, потому что, знаете, такая красная штуковина уж больно выделяется. Так, здесь у нас, получается, просто ломаются стекла. Это явно не то. А это? Колесо грузовика. Я не знаю, ну, давай возьмем. Пока у меня в целом есть место в инвентаре. Так, тут датчик. Все. Тут на всякий случай, может быть, что-то поломаем. Компьютер. Вау. Включился. Только он что-то висит и ни на что не реагирует. Ладно, я не особо на что-то надеялся. Давай-ка просто почитаю. О чем тут переписывался босс орков-алкоголиков? Ха-ха! Фига себе! Справка, вид, менеджер, панель. Да, ничего не реагирует. Отправитель Т-001. Тема «Наше дело». Кому? Автомастерпост.арк. Дата 12 килика. Эй, слушай, зеленая морда, я все понимаю, ты считаешь меня свихнувшимся фанатиком, но я плачу тебе не за твое мнение, а за твою работу. Если твои алкаши не справятся в срок, твое забвение наступит намного раньше всех остальных. Если ты думаешь, что я выбрал твою убогую шарашку за какие-то великие заслуги, то ты глубоко ошибаешься. Я очень много времени провел с орками, и поверь,
Я знаю, что ваше отродье хорошо справляется только с нытьем и жалобами на зарплату. Так было всегда, и я знаю, что ты не исключение. Единственная причина, почему я доверил тебе свою машину, заключается в том, что ты знаешь, как важно молчать, когда тебе затыкают рот деньгами. Если к первому Мастоса все не будет идеально герметично, с рабочими фильтрами и на ходу, то я буду фаршировать твою глотку деньгами до тех пор, пока не увижу, как они выходят из тебя с другой стороны. Ты меня понял? Если вдруг недостаток серого вещества в твоей тупой башке настолько велик, что ты осмеливаешься подвергать сомнению серьезность моих намерений, я очень рекомендовал бы спросить у хозяина магазинчика техники с соседней улицы. Да что ты ведь знаешь, никто его давно не видел. Ха, бывает же. Машину подгоните к моему бункеру. Советую поторопиться. Обалдеть. Это интересно. Понятное дело, что мы сейчас смотрим на бэк этого мира. Ну, блин, как интересно, да? Орки всегда славились нытьем и жалобами на зарплату. И тут я вспоминаю предыдущий сезон. Там ведь реально все то же самое. Машину подгоните к моему бункеру. Советую поторопиться. Да уж. Не повезло с клиентом боссу мастерской. Машины я никакой вроде бы не видел, так что остается надеяться, что орки успели в срок. Что-то меня смущает в этом сообщении, но я не понимаю, что именно. Запомню, пожалуй, основную часть. Повешу потом себе на доску куда-нибудь в уголок. Так, черт. Костюм скоро разрядится. Пожалуй, надо возвращаться в бункер. Да, я полностью согласен. Я, кстати, вот как раз туда и иду. Ух, блин, 11%. О, ура. В этот раз обошлось без тумана или кислотного дождя. Срочно в дом, срочно в дом. Да, он хочет на доску повесить, точно. Вот так вот каждый раз выглядит съем костюма на самом деле, да? Блин, представляете, насколько это в итоге лень делать, да? Каждый раз надеваешь, снимаешь. Ага. Молодец, повесил. Вот так вот, Еще один маленький шаг к полноценной антенне. Надеюсь, скоро у меня будет все необходимое, и тогда я узнаю, есть ли здесь кто-то живой. Правда, мне уже некуда складывать материалы. Пора бы задуматься о том, чтобы организовать место для хранения. Ой, кстати! Слушай, это гениально! Куда мне все складывать? Организовать в бункере место для хранения материалов и продуктов. Места становится все меньше. Вдобавок, запасы консервов не бесконечные. Надо организовать склад и раздобыть холодильник. Во! Это шикарно. Да, да, только консервы у меня и так уже давным-давно закончились. Это получается где-то здесь, да? Эй, привет. Видите, 1. Построить новую комнату. Что вы хотите сделать? Да, я хочу построить новую комнату. Наверное, это будет метеомодуль, модуль переработки. Вот, складской модуль. По-моему, это идеально. Сухое проветриваемое помещение, оснащенное термостатом и холодильными камерами для хранения различных типов веществ и продуктов питания. Продукты питания, а также пищевая сода в комплект не входят и приобретаются отдельно. Ну да, это логично. Ой, кстати, доски это не проблема, железо не проблема. А вот электронный компонент это, кстати, то, что, по-моему, я добыл. Давай, отследить. Ну-ка. Да, задание складской модуль обновлено. Та-та-та, сейчас, вот кислородная труба есть. А где... я на улице оставил, точно. Прежде всего посмотрим, что написала ложка. Во, я все понимаю, ты считаешь меня свихнувшимся фанатиком, но я плачу тебе не за твое мнение, а за твою работу. И если твои алкаши не справятся в срок, твое забвение наступит намного раньше всех остальных. Раньше всех остальных. Твое забвение наступит намного раньше. Единственная причина, почему я доверил тебе свою машину, заключается в том, что ты знаешь, как важно молчать, когда тебе затыкают рот деньгами. Ну, вряд ли это важная информация, но вот это вот твое забвение. Скорее, это просто угроза. Ну, типа, угроза смерти. Но это явно не угроза, типа, ты испаришься раньше, чем другие. Вот этот туман, внимательно посмотрите на него. Он же реально как у смотрящего. Вот жалко, что я не могу сейчас показать этого, потому что смотрящего рядом нет. Я ведь уверен, что, вы знаете, мы сейчас, если вот это все посмотрим, и через 10 серий узнаем еще какую-то информацию, мы скажем что-то в духе: как это было очевидно! Но я хочу сейчас. Если к первому Мастосу все не будет идеально герметично,
с рабочими фильтрами на ходу, бла-бла-бла, да? Не, ладно, пока у меня 0 догадок, увы. Сейчас я могу с какой-то большой долей вероятности утверждать, вот эта 12-я Килика, это месяц, который идет до Мостоса. То есть сначала Килика, потом Мостоса. И судя по погоде на улице, это может быть какая-то там, ну не знаю, весна, лето. Хотя неизвестно, в Архее вообще есть зима. Короче, костюм у меня зарядился, мне нужен складской модуль. У меня в целом абсолютно все есть, кроме бункерной обшивки. Да, но она тоже делается легко, понадобится тупо больше железа. Ну, поехали. Задание складской модуль выполнено. Ого, ну что? Со всеми этими вещами, которые, кстати, занимают весь мой инвентарь. То есть, понимаете, если бы я, кстати, не прокачал выносливость, я бы, получается, даже не смог сейчас взять эти вещи. А это значит, что не смог бы и построиться. Да-да-да, привет, привет. Получается, мне нужно складской модуль и построить. Сюда. Да. Вот такие мы крутые. Мы уже 4 модуля построили, получается, да? Мы базовые улучшили. Так, он находится... Надеюсь, он, кстати, недалеко находится от моего основного модуля. И он не такой большой, как я думал. Думал, будет побольше. О, холодильник. То есть я могу сейчас туда складывать капусту, и она не будет портиться, да? Ой. Господи. Ну что я, кажется, даже начинаю привыкать к твоим появлениям. Я даже не испугался. Интересно, а у Джодаха была такая же реакция на смотрящего? Хотя, вряд ли. Слишком много глаз у него на крыльях. О, Лолошка вспомнил Джодаха. Если кто не знает, Джодах это вот этот персонаж. У него для меня, во всяком, есть 3 наименования. Друг Лолошки, второе полубог и третье просто бог. Получил свою могущественную силу он не то чтобы честным образом, он поглощал других могущественных существ. И вот именно тогда им заинтересовался смотрящий. Так, здесь у нас получается, холодильник. И также, наконец-то, появляется место для хранения. Этот складской модуль где? Насколько он далеко находится от моего основного места? А, во, подожди. Блин! Здесь заперто, а вот основной модуль. То есть, получается, мне бы вот тут как-то пройти. Но почему-то сейчас заперто. Может быть, в будущем я смогу открыть? В любом случае, сейчас я точно хочу всю руду переложить. Поэтому поехали. Вообще, я бы, конечно, еще начал сразу собирать на что-то интересное. Что у нас здесь есть? Метеомодуль, модуль переработки, модуль пищеблока и исследовательский модуль. Вот, наверное, модуль пищеблока. Это как будто звучит оснащен по последнему слову кухонной инженерии. Ой, тут понадобится хлебный нож, соусник с маслом. А, ну, я бы не сказал, что это прям жопа. Вот эти все предметы я легко добуду. Самое тяжелое здесь это какая-то перекладина для утвари. А, нет, она тоже очень легко делается, окей. А также железная пластина, которая, по сути, это просто железо. Создавайте кулинарные шедевры каждый день. Превратит в профессионального повара даже ребенка. Окей. Ну, хлебный нож. А, так это тоже железо. Блин, ну все, я понял. Мне нужно тупо много железа. Вообще, вся эта сборка, как я понял, сводится именно к этому материалу. Это очень важный материал здесь. Если посмотреть, то железо можно получать из каких-нибудь железных вещей, которые можно разбирать в городе. Вот, допустим, железная дверь или какие-то железные люки. Далее, железная пыль. Во, ржавое железо тоже можно переплавлять. Запомним. Да, да. К этому надо привыкать, надо много разбирать. И, сори, ребят, это реально первая сборка, где мне разрешают ломать город. Я просто забываю об этом. Привет, а что-то из этого есть ржавое железо? Во-во-во, вот это железо, да? Да? Диоритовая колонна. Блин, я думал железо. Было бы прям чудесно. Ну вот это похоже. Проверка.
Так, фабричный блок. Ух, ё-моё. Нет, увы, это не то, что мне надо. Хожу, собираю все эти ресурсы и понимаю, что да, выносливость все-таки надо прокачивать, поэтому прямо сейчас это сделаем. Мне не хватает 30 опыта. Изи. Все, вот этот дом, прости, придется разобрать. Хотя я могу быстро сделать верстак, поставить, бахнуть булыжниковых плит и тадам, 1255. Выносливость здорова. Повышение уровня. Блин, я на самом деле столько прокачался. Ну, прям нормально. И в итоге 3 слота! У-ху! Ха-ха! Надо будет, наверное, все-таки эту строчку всю открыть. Кстати, я совсем забыл про мастерскую. У меня же тогда разряжался костюм, и я хотел тут все поломать. Ну-ка. О, я могу все еще зайти, хорошо. Сейвы, архивы, не читать. Да, но я тут ничего не могу нажимать. Вот это что такое? Холодильник? Газовая плита. Не знаю, может быть, даже понадобится. Так, гниль. Это явно не то. О, а вот это хорошо. Я нашел чайник, который позволяет создавать ройбос. Ну вот, ради чего мы играли все эти сезоны. Ради ройбоса и зеленого чая. Не, кстати, это реально хорошо. Окей, на будущее. Так, телек. Телек, может быть, даже посмотрим. И значит, никаких пасхалочек тут нет, да? Какие-то дополнительные ресурсы. Вот это кликается? Нет. И железо. А, стоп. Стоп. Железо. Сейчас проверка. Железо, листовое. Да. Вот оно. Ржавое листовое железо. Могу переделать в обычное железо. Скажите мне да. Ну, пожалуйста. Ну, блин. Нет, это просто железо. Ну, черт. Я уж прям понадеялся. Ты посмотри, как продумали-то, да? Вот это по-любому можно переплавить. Сюда! Победа, железный люк. Подожди, покрытый воском. Ах вы заразы, вы специально сделали, чтобы я не мог его переплавить. Они умные. Разработчики все предусмотрели. Они разрешили мне ломать, но при этом это ломание мало что даст. Но я, короче, в любом случае считаю, что чайник это победа. Да, поставить я его здесь не могу, но тем не менее, может быть там, на улице. Напомню, что нам все еще нужно построить антенну связи, найти расположение ближайших бункеров. Но всем этим мы будем заниматься уже в следующей серии. Мне невероятно нравится то, как раскрывается этот сюжет. Возможно, на самом деле это лучшее введение. Вот чисто, знаете, я сейчас как зритель говорю. Возможно, это лучшее введение. И раньше я считал, что в сердце вселенной лучшее введение в сезон, но тут как будто на голову выше. До этого мне нравился, наверное, сезон по введению «Голос времени». Да, то есть вот мой топ-3 по вот этим моментам. Сейчас могу сказать, что вот точка невозврата это либо топ-1, либо топ-2. Ну, пока непонятно. Будем посмотреть. В любом случае, сезоны это не только про сюжет, это еще и про летсплей. Мне безумно нравится то, как геймплейная часть здесь синергирует с сюжетом. Назвал бы это что-то в духе «Без труда не выловишь и рыбку из пруда». И вот этот сезон, он прям идеально попадает под это. Спасибо большое, что смотрите. Спасибо за ваши лайки, за подписки. Надеюсь, что вы, если не подписаны, подпишитесь уже в эту серию. Это все еще начало сезона, поэтому подпишитесь, чтобы не пропускать, что будет дальше. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и воспоминания с дымком смотрящего. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.